Нужно быть уверенным в себе во время боя, ибо если дашь слабину, то считай, уже проиграл. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта турнир на равнине. Справа Раф, ядерный генерал Китая Тао. Слева Азест, пехотный китайский генерал Фай. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Ну и что же, вот такой интересный поединок, на мой взгляд, прислал мне игрок под никнеймом Азест. Буквально вчера каким-то образом вышел на меня, прислал повтор, сказал, что довольно интересная концовочка в этом поединке. Что же касаемо карты, карта из стандартного списка, я предлагаю по ней пробежаться, так как не часто она встречается на полях сражений, но вот, наконец, встретилась. Итак, на мейне у каждого из бойцов есть ресурсный док, есть у Азеста также. Снизу есть ресурсный док и 2 вышки. Также есть сверху ресурсный док и 2 вышки. В центре есть МПЗ, мое любимое. И есть 2 арт-платформы. Что же касаемо самих бойцов, если честно, я не знаю, кто из них откуда. Поэтому на табло я не стал ставить флаги. Ну и что ж, давайте смотреть билды. Не стал Раф продавать свой командный центр. Поставил радар уже здесь. Вот она, антенка выведена. Так, поехал Гатлинг наверх, скорее всего. Есть военный завод, значит, есть ресурсный центр и электростанция. Снизу также Раф приехал, причем поставил бункер и поставил казарму для защиты. Разбегаются красногвардейцы, захват уже изучен, будут захватываться вышки. Вышел ракетчик, надо ракетчиков в бункер садить, и бежит, это у нас миниганер, который призван для того, чтобы отменять захваты. Так, ну а сверху захватить Азесту не удалось, он поставил казарму здесь, но тут Гатлинг, который подъедет сейчас вплотную к казарме и будет просто ее блокировать. Отлично, отлично на самом деле. В центр пошел пост. Снизу продолжается здесь такая мини-атака от Азеста. Раф обороняется. Есть у него в бункере пехота. Есть Гатлинг, который также, в принципе, блокирует казарму сейчас от инфантри. Ставится ресурсный центр. Красногвардейцев, в принципе, да, одна вышка захвачена, захватывается вновь вторая, так как захватить ее сразу со старта не удалось. Ну и пост заходит от Азеста, причем абсолютно беспрепятственно, в принципе, попадает под раздачу сейчас дракон, который уходит вниз по карте, а пост становится напротив военного завода, который просто сейчас будет блокирован. Казарма по-прежнему в блоке, но сейчас, конечно, моментик такой себе. Работает Гатлинг просто по строительному бульдозеру или поддозеру, как все привыкли называть его. Но тут, мне кажется, дело не в том, что у кого-то руки кривые там или еще что-то, или из одного места растут. Тут, скорее всего, не хватает обоим бойцам хладнокровия, наверное, что ли. Волнуются, переживают, поэтому, возможно, совершают какие-то такие нелепые, что ли, ошибки. Вот как, например, сейчас выходит ракетчик, и не совсем я понимаю, для чего он сюда прибежал, когда тут Гатлинг стоит, который, в принципе, этого ракетчика отконтролит на изи. Но что происходит на данный момент на базе у Рафа? Приезжает дракон, который сжег командный центр и электростанцию. Пост работает по военному заводу. Есть ядерный БМ, который ударил, да, здесь по посту вышла пехота. Надо было ближе к дракону подъезжать, раз на то пошло. Но пехота в виде 3 ракетчиков справляется с батлмастером, а дракон дожигает полностью базу сейчас Рафу. Азест пошел в наступление. Тем временем Гатлинг от Рафа также по-прежнему катается сверху. Снизу казарма была от Азеста уничтожена. Раф перестраивает военный завод. Нужна электростанция, конечно же. Ну, такая маленькая мини-база, в принципе, хорошая. Есть, в принципе, все постройки. Не хватает только электростанции, наверное. И вот здесь какую-нибудь дефную построечку бы дать, и было бы прям вообще шикарно. А так, в принципе, все нормально, по крайней мере, по ресурсам. А вот слева интересно, достаточно дракон слева сейчас идет по краю карты. И если он так дальше пойдет, то на пути ему встретится ресурсный центр и военный завод. Тем временем Раф вновь будет предпринимать попытку захвата вышек явно. А от Азеста здесь уже пост катается, давно пора. Гатлинг, естественно, отступает, но подъезжает просто
упирается в сопку, и все, закрывается. Гатлинг. Тем временем красногвардейцы прибежали, но есть миниганер, который уничтожит красногвардейцев очень быстро и незамедлительно. Дракон приехал, который просто стоит. Он причем каленый, подъезжает Батлмастер и дракон, до свидания. На бывшей базе Рафа сейчас дежурят посты, на всякий случай, если Раф захочет сюда вернуться. Ну вот здесь плохо. Подъезжает пост и состоялся дозерхант полностью. Я так понимаю, нет, есть еще один дозер сверху. А вот у Азеста, насколько я помню, у него еще и база горит, дозер, и все. Один дозер у него был уничтожен сверху, другой снизу. Дозеров не остается, так еще и база горит. Впереди у дракона есть казарма и электростанция. И остается еще казарма здесь сверху. Так, ну и вот опять. Смотрите, какая ситуация получается. У Рафа сейчас атака. То есть пост зашел к нему на базу, уничтожился полтраки. Заходит еще один пост. И человек просто, скорее всего, разволновался и просто не успевает контролировать и нижние позиции, и сверху свой дозер, который он только что потерял. Вот еще один боец на карте, второй по счету, либо первый, или второй, но не по значению, остается без дозеров. Бункер наяривает по вышке, но нужно выводить красногвардейцев. Там миниганеры есть, и плюс с ракетчиками красногвардейцами будет проще справляться. Снизу продолжается такая же мини-атака. В принципе, ракетчики тут настреливают. Вышел Гатлинг, который ракетчиков, в принципе, закрывает. Подходит дракон, и уже пора разжигать. И разжигается стена огня, но вовремя выходит Батлмастер, который дракон закроет. Но пехоту своему сопернику сейчас Азест подпалил. Дракон полностью прошелся по базе. Инфантрии и базы просто нет. Она сгорела. В принципе, так же, как и база у Рафа. Бункер сверху вскрыт. Разбивается казарма через ракетчиков. Ну вот опять ракетчик, а нужен красногвардеец. Точнее, 2 за 1 раз. Ну и все, казарма минус. Вышки у Азеста захвачены. Есть казарма и есть 2 поста. Спамится во всю пехота. Слева поехал дракон, драгонтанк. Справа Гатлинг идет. Но Гатлингу здесь, наверное, не засветит вообще никаким образом пройти. Там 2 поста стоят, которые просто его уничтожат. Плюс 2 батлмастера также направо пошли. Ну, не знаю, увенчается ли эта атака успехом. Большой вопрос. Здесь надо добавить полтрак, желательно бы. Батлмастер налево, я так понимаю, поехал завод, причем каленый наполовину. Опасненько. Опасненькая ситуация сейчас, в принципе, у обоих бойцов. Одно здание против 2, причем одно из них каленое сейчас у Рафа. Азест работает постами. И Гатлинг спокойненько, в принципе, скрывается. Да, прокалил пост достаточно нормально. Вот если сейчас БМами попытаться врезаться, можно оба поста забрать. Дракон идет через центр, там есть пехота. Нужно уже пробовать разжигать. БМы идут мимо постов. Дракон зажигает, дракон просто с 3 сторон уничтожается. Есть БМ на защите. Налево также Батлмастер поехал. Ну, наверное, все-таки было бы выгоднее спамить гатлы и драконы. Ну, наверное. Все-таки массовый спам гатлингов и драконов как-то более эффективным против инфантрии бы, наверное, был бы. Но к этим постам сейчас с этими 2 батлмастерами навряд ли подъедешь. Они оба взрываются просто. Причем один из них был достаточно далеко. Но тем не менее хватило дамага от первого, чтобы второй забрать. Но второй был достаточно каленый. Вполне возможно, поэтому он-то и развалился. После того, как первый был взорван. БМ заходит слева, но там очень много пехоты. И, в принципе, она должна контролировать его в легкую. БМ, кстати, заходит за казарму, слушайте. Ой, дай бог, Азесту-ка тебе контроля. И бьет, слушайте, а бьет БМ-то по казарме. Ну же, пехота, просыпайся. И пехота просыпается. И с 2 сторон... Или с одной, нет, с двух сторон. Сейчас она зажмет этот БМ. Главное, чтобы он близко не подъехал и не успевает. Все-таки пехота контролит Батлмастер. Плюс еще и пехота. Смотрите-ка, пехота еще и ведет как бы подлечиваться в казарме. Это хорошо, это прям плюс сейчас. Садятся пехотинцы в посты. Причем почему-то вышли. Но это часть, видимо, какая-то вышла. Надо еще часть сюда засаживать. Да, ну и все, 2 готовых, в принципе, поста. Один можно оставлять здесь на защите и одним идти наступать. Тут всего лишь 2 здания. Учитывая, что сейчас Раф по левому флангу пошел 3 батлмастерами, то база получается достаточно голая. Есть еще дракон, который собирается идти в центр. Тут ракетчик. Идет ракетчик, идет, скорее всего, чекать.
смотреть, что сейчас у Рафа происходит на его маленькой такой базе, которая достаточно потрепанная, но ракетчик огребает от дракона. Дракон его зажигает. Сразу же заранее еще один ракетчик высаживается и убегает. Понимает АЗС, что ракетчику здесь просто не засветит. Дракон его уничтожит. Выходит Гатлинг, который также идет через центр. А вот слева 3 батлмастера и добавляется еще и дракон. И вот это уже хорошая, так сказать, заявочка. А посты пошли через центр убивать танк-дракон. Ну, я думаю, что пойдут уже на базу. Там всего один Гатлинг дежурит. Но араб КЗС тем временем заходит 2 батлмастерами. Пехота, естественно, будет встречать. И просто они взрываются. Ну и в принципе взрывается пехота. Нет электростанции, соответственно спамится пехота будет достаточно долго. Казарма минируется. Посты идут вперед. Заранее высаживается 2 ракетчика. Вроде как отвлекающий такой маневр. Пост вывел также Раф. Азест идет направо, за базу, скажем так, заходит, а тут дракон от Рафа подходит. Еще один БМ заехал, он был взорван с помощью пехоты. Дракону надо проснуться, он это делает и начинает, я так понимаю, сейчас зажигать по казарме. Но там есть пехота, посмотрим. Разбивается ресурсный центр, идут посты вперед, танк каленый и очень каленый военный завод. Все-таки закрывается дракон и казарма выжила, но нет! Казарма все-таки взорвалась. И чуть-чуть не хватило Азесту, чтобы победить. Буквально немножечко уничтожить военный завод. И все, и можно было бы побеждать. Но Раф все равно оказался в этот раз сильнее, либо более удачливее. Конечно, ребята, здесь не бой профессионалов. Здесь есть какие-то ошибки, какие-то, скажем так, кривые моменты. Но мне кажется, что здесь дело не в том, что кто-то плохо играет, а в том, что не хватает хладнокровия. Но если бойцы в будущем еще дальше будут играть и будут, естественно, развивать свое внутреннее я, то я думаю, что хладнокровия будет достаточно, и парни еще покажут классные зрелищные поединки. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.